Нападают ли павлины на людей? Да, действительно, нападают. Есть много роликов, где они нападали на неживые объекты, такие как автомобили, зеркала и так далее, а иногда и на людей. Многие были свидетелями, как павлины агрессивно били по окну или блестящим частям автомобиля. Они делали такие вещи, потому что павлины привыкли сражаться со своими соперниками, и поэтому часто принимали собственное отражение за реальных павлинов. Павлины очень гордятся своей красотой, и для них это главное оружие для привлечения самок во время брачного сезона. По той же причине они сражаются с другими павлинами. Обычно они не нападают и просто убегают, когда видят людей. Но во время брачного сезона, после сентября, и когда у них появляются детеныши зимой, если вы подойдете к ним близко, когда они с другими павлинами, они будут нападать на вас, издавая резкие звуки и приближаясь к вам, или прыгая вам в лицо. Вы должны быть очень осторожны, так как у них действительно сильные ноги и острые когти, достаточно острые, чтобы оторвать кусок плоти или нанести глубокий порез. Павлины, отложившие яйца, нападут на любого, кто подойдет слишком близко к их гнезду, а самцы, которые предпочитают держать гарем при себе во время спаривания, нападут на своих соперников, когда почувствуют, что на них посягают. Случай нападения павлинов на людей. Первый случай. В день Святого Валентина один местный павлин был ударен электрошокером, а затем застрелен его владельцем. Помощник шерифа округа Харрис отреагировал на звонок по поводу павлина, нападающего на женщин. Прибыв на место, он стал свидетелем нападения, и мужчина выстрелил из своего электрошокера, говорится в сообщении полиции. Перья птицы были взъерошены, она продолжала нападать, и тогда владелец взял дело в свои руки и застрелил павлина из своего дробовика. Второй случай. В мае 2013 года павлин в зоопарке Альбукерке напал на двухлетнюю девочку. Мать сообщила агентству Associated Press, что павлин прыгнул на голову ее дочери, нанеся ей кровавую рану на лбу. Ей потребовалась медицинская помощь, и ей пришлось наложить 2 шва. Третий случай. Еще одно нападение павлина произошло в июле 2006 года в США, согласно отчету Born Free об инциденте с экзотическими животными. В зоопарке Орегона на малыша напал павлин, который свободно передвигался, и он получил царапины на одном плече и рубцы на обеих руках. Четвертый случай. 28 ноября 2021 года 3-летняя девочка ехала домой с детской площадки со своим братом и отцом, когда они остановились у одного дома, чтобы посмотреть на домашнего павлина. Затем павлин выскочил и напал на девочку. Отец девочки, Джу Хан, которому за 40, сказал: «Я видел, как павлин сделал 2 первых шага, желая броситься на нее. Поэтому я бросился к своей дочери и попытался унести ее. Я поцарапал левое колено и локоть об асфальт, держа и прикрывая ее, и ударил павлина правой рукой. Он несколько раз бросился на нас. Вскоре после этого владелец павлина вышел из дома и потянул птицу за хвост», — добавил Хан. Мать девочки, 44-летняя Крис Чан, написала в Facebook, что ее дочери пришлось пройти общий наркоз, чтобы зашить рану. Домохозяйка также разместила 4 фотографии пореза на лице дочери и ее окровавленной одежды. А вот к чему могут привести нападения павлинов на машины, о чем поделилась в Фейсбуке одна американская компания по ремонту автомобилей. Наш клиент привез этот синий автомобиль, напоминающий красоту павлина, где на его машину буквально напала кучка павлинов. Мы смогли вернуть блеск, но были видимые вмятины от клюва, с которыми мы не смогли помочь. Спасибо, что доверяете нам свой автомобиль. Проблема павлинов в Сурее, Британская Колумбия, Канада. Вот уже более 10 лет около 150 диких павлинов демонстрируют свои перья в Сурее. Это потому, что когда окрестности были гораздо менее развиты, местный житель взял на себя ответственность за то, чтобы заниматься разведением животных. Затем несколько лет назад фермер уехал из этого района, но птицы остались. С тех пор люди, живущие по соседству с птицами, стали испытывать некоторые проблемы. Сначала это были жалобы на шум. После этого один из расстроенных соседей срубил дерево на своей территории, где любили устраиваться павлины. Несмотря на то, что дерево было повалено, людям приходилось закрывать окна на ночь из-за шума. Затем птицы начали нарушать другие аспекты повседневной жизни. По сообщениям, одна семья потеряла возможность пользоваться своей входной дверью, когда птицы свили гнездо на их крыльце. И теперь надоедливые павлины наносят имущественный ущерб на совершенно новом уровне, атакуют темно окрашенные роскошные автомобили своими сильными клювами.
Проблема, похожа, в том, что они замечают свои собственные отражения и ошибочно принимают их за других павлинов. Местный житель в 2018 году рассказал телеканалу CTV в Ванкувере, что птицы этим часто занимаются часами. С помощью темных автомобилей они могут довольно четко видеть свое отражение, поэтому они ошибочно принимают его за другого павлина. И делают это, сказал он. Каков результат? Повреждение на $1000. И все из-за птичьего миража. В то время как жители все больше разочаровываются, город Сурей настаивает на том, что у него связаны руки. Хотя официальные лица выписали штрафы всем, кто кормил животных, закон о дикой природе не распространяется на павлинов, потому что нет четкой законодательной ответственности в отношении того, какое ведомство должно задерживать нарушителей. Это самая яркая серая зона в законе. Тем временем красивые птицы пользуются ситуацией и создают себе неприглядную репутацию. Вот в принципе и все об этой красивой и иногда непристойно ведущей себя птице. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.